Итак, всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я хочу вам подарить один ритуал интересный и очень действенный. Но прежде чем вам расскажу, как и что делать, немного предисловий. Дело в том, что в магии ветер занимает особое место. Ветер – это не просто движение воздуха. Ветер – это движение сущностей, духов. Мы живем своей жизнью, жизнью человеческой. Но вокруг нас есть иная жизнь, иные миры, иные измерения. И силы в этих измерениях живут совершенно по-другому. Там и время протекает по-иному. Есть некая субстанция, есть вечность, есть хаос. Есть очень многое, что нам не понять. Мы пытаемся узнать, но все тайны мы, естественно, не узнаем до конца своих дней. Неизвестно, узнаем ли мы о них после жизни, но в любом случае в этой жизни мы до конца не поймем и не узнаем всего того, что есть по ту сторону мира, мира людей. Ветру отдают боль, страдания, через ветер посылают порчи, ветром очищаются, у ветра просят помощи. Есть, например, демон Фагот, демон ветров, который призывается при любовной магии и не только. Одним словом, связанных с ветрами очень много различных преданий. Но есть один ветер, кстати, ветры не просто такие, знаете, уже говорила, движение воздуха. Ветры нарекаются именами, ветрам присваиваются характеры. Ну, например, ураган Катрина, да, есть, который не предвещает ничего хорошего. Как узнают люди эти ветра, почему они их называют, почему они дают им имена, то есть воодушевляют. То есть они дают им определенную характеристику. Это за века проверенные сведения. Есть определенное время, когда начинают дуть ветра. И эти ветра приносят то разруху, то теплый воздух. И поэтому люди, уже привыкшие к этому за тысячелетия, знают, какой ветер что приносит миру. Я хочу вам рассказать об одном ветре. Имя этому ветру Ладос. Ладос – это очень древнее название ветра. И Ладос обитает на Босфоре. Его еще называют ветер Стамбула. Но сейчас, после завоевания турками Византии. Греческое название Ладос, что по-другому еще переводится и означает «дважды утопленный». Согласно преданию, Ладос был жрецом древних богов. Звали ли его тогда в то время Ладосом, неизвестно. Наверное, нет, потому что он это название получил после, когда дважды утонул. Но он ли утонул, тоже вопрос. И в какой-то момент он превозгласил себя, то есть царем этой местности, этих островов, которые называются Железными островами. Это определенное количество островов в Эгейском море, в Босфоре. Количество этих островов меняется, потому что море поглощает эти острова за века, появляются новые, так что их определенное количество и число неизвестно. Но называются они Железные острова. И народ выступил, но одна часть народа была за него, другая против него. И вот та часть, которая была за него, пошла за ним. Он обещал, что если не признают его королем Железных островов, то он поднимет с моря тритонов,
что он поднимет морских чудовищ, поднимет ветра и все равно победит. Однако древние боги разгневались на его чрезмерную самоуверенность, и вместо того, чтобы помочь, его самого утопили в море вместе с теми людьми, которые пошли за ним. Вот он первый раз был утоплен. Через сотни лет появляется другой человек, который называет себя Ладосом, говорит, что он вернулся на землю, чтобы все-таки отвоевать свое царство, и тогда уже его самого убивают и кидают в море, то есть топят во второй раз. И вот отсюда название Ладос, дважды утопленный. После завоевания турками Византии, после того, как Константинополь был переименован как Стамбул, ветер Ладос назвали стамбульским ветром. Ладос свирепый, собственно, одноименный ветер, согласно тому же человеку, свирепому, желающему поглотить все и вся и захватить. Ладос такой же ветер. Ладос считается приносящим ужасы, кошмары, трудности, бедствия. Ладос не любили сначала греки, потом турки, османы. И прозвали ветером, то есть ветром бед. Как только начинает дуть Ладос, то жди беды. Один из знаменитых моментов ветра Ладос, когда во времена правления султана Османа, молодого, так его называли, после ветра Ладос полностью покрылся льдом Босфор. Очень много людей на улице умирали с холоду, с голоду, не могли продовольствие добраться до Стамбула. Ладос натворил бед на сей раз. Второй раз Ладос натворил жутких бед во времена правления султана Мурада IV, когда после ветра Ладос считается, что подожгли столицу намеренно, но некоторые склонны думать, что пожар просто распространился из-за ветра Ладос и практически выгорело 70% столицы, который причинил огромный ущерб казне султана и чуть не добрался до дворца Топкапы. И до такой степени они были напуганы, чтобы остановить ветер Ладос, приказали разрушить особняки и дома, которые находились рядом с дворцом, чтобы ветер не успел распространить, то есть пожар. Пожар длился 7 дней, умерло огромное количество населения, после этого столица бедствовала много лет, пока не восстановилась. Вот Ладос на сей раз принес такую беду. Одним словом, это ветер несчастья, но он, как и ветер несчастья, так и собиратель несчастья людей. И вот греки имели определенный ритуал. Они становились на берегу, оставляли откуп ветру Ладос, зажигали огромные костры и на песке изображали его знаки и просили ветра Ладос быть к ним милосердными. И вместо того, чтобы приносить беды, забирать эти беды. Не могу сказать, насколько это сохранилась традиция во времена османов, но хочу сказать, что это очень-очень древний ритуал. Естественно, слова ритуала не сохранились, примерные действия есть. Я когда создаю ритуал, я не ориентируюсь на то, какие там были слова. Я знаю, что силы мне эти слова подскажут сами. Но самое главное, что я нахожу такие интересные традиции, обычные, такие необычные ритуалы. А слова, знаете, талантливому человеку, мне кажется, одаренному человеку нетрудно эти слова создать и воссоздать вот этот ритуал уже в домашних условиях, да, и получить помощь ветра Ладос, отдать ветру Ладос свои бедствия. Вот какой ритуал я для вас создала.
Я это испробовала несколько лет. Очень помогает. Очень помогает забрать черную энергетику, нервозность. Если у вас были какие-то трудности, бедствия на работе, оно оторвет у вас, заберет это все. Решится эта проблема. Ну, на сей раз решится. Только вот дело в том, что этот ритуал можно делать, начиная с осени и заканчивая, ну, до конца зимы. То есть еще то время, когда есть ветра. Вот в ветреную погоду, в погоду, когда идет дождь, когда идет снег с бурей, с ураганом, можете вполне провести ритуал к ветру ладос. Вот в данный момент ветер на улице. Это знаки. Эти знаки я нашла очень давно. У меня много знаков, записанных с древних времен. Это знак ветра ладос. Это его круговорот в природе, то есть это его движение. Это две стороны, тьма и свет. А круг означает, что он везде и всюду, то есть по всему кругу земного шара. Я надеюсь, вы не удивляетесь, что древние знали прекрасно, что наша планета круглая. Теперь смотрите. Вам нужно взять восковую свечу, вот изобразить знак, то есть его символы ветра ладос, зажечь, поставить на стол. После открыть окно. Как видите, на улице ветер. Открывайте окно. Становитесь посреди комнаты. Ну, не прям посередине геометрической ровностью, но посреди комнаты. И читайте столько раз, сколько вам лет. Облегчение наступит и в моральном плане, и в плане решения вашей проблемы, которая вам покоя не дает. Очень быстро. Причем, когда вы читаете, ветер усиливается. Не бойтесь. Это все хорошо. Тут ничего такого, скажем так, страшного нет и не произойдет. Потому что ветер активизируется, вы же призываете ветра. О, ветер ладос, брат ураганов, ты обитаешь между мирами, между светом и тьмой, в вечном чистилище. О, ветер ладос, собирающий боль, стенание и скорбь, мучение души, на помощь спеши, дуй со всех сторон. О, ветер ладос, собери беду, души суету, судьбы маяту, забери с меня в темные дебри, в черную бездну, в пещеры и мрак. Да будет же так. Сорви мои беды, препятствия к победе. Сорви, унеси, умчи их в тартар, могучий ладос. Да будет же так. Столько раз, сколько вам лет. Вас немножко укачает, потом резко охладеют ноги, руки. На секунду может дыхание перехватить, а потом резко отпустит. И в ближайшее время вот это стрессовое состояние у вас пройдет. Свеча должна догореть. Откуп не нужен. Откуп есть ваша энергия, которую ладос забирает. И ваше бедствие. Он этим питается. Удачи вам. И пусть вам древний ветер ладос поможет в трудные минуты. Пока есть ветреные погоды, у вас есть время и возможность это делать. Есть люди, которые живут в тропиках, мне пишут, из разных стран. У них тоже бывают ветра. Не обязательно, чтобы ветер был холодный или зимний. Любой ветер подходит для этого заговора. Всего хорошего.